Доброго времени суток всем зрителям канала 40+11. Про ПК, про консоли, про гаджеты и про игры. Сегодня у нас видео, кажется, снова про консоли. Вот. И долго не буду затягивать, потому что никакой такой истории, подводки к этому девайсу, к этой посылке нет. Посылка пришла из Кустаная. Спасибо большое Дмитрию за то, что все-таки нашел возможность отправить, продать в первую очередь и отправить. Вот. Все хорошо, все дошло, все на месте. Вот. Ну, что я купил? Что я купил, наверное, можно будет понять на распаковке. Вот такая вот интрига. Чтобы немножко рассказать до этого, я хотел бы сказать, что, во-первых, у меня никогда не было того, что я купил. Даже не было того, что является прародителем того, что я купил. Даже не было того, что было что было клоном того, что играли все. Вот, потому что я играл в ZX Spectrum с 80-х и как-то вот прошел мимо. В общем, зацепил только чуть-чуть Сегу, и то уже позже. А это я прошел. Ну, наверное, догадались. А если нет, давайте распаковывать и смотреть, что там. Хорошо, приступим к распаковке. Так. Здесь аккуратненько. Здесь аккуратненько. Здесь аккуратненько. И я угадал, как это правильно раскрывается. Вот опять же, здесь проложен демпфер. Очень большое спасибо за хорошую упаковку. Так, коробка хорошая, пригодится для чего-нибудь еще. Все запаковано. О, здесь даже такой карман. Такое ощущение, что это как будто ее родной транспортировочный карман когда-то был. Вот. Ну и интрига теперь полностью разрушена. Вы видите, что это Nintendo Entertainment System, Nintendo Classic. Вот, видно, да, Nintendo Classic Mini. Это первая мини. Ну, вот рука, видите, она реально маленькая. Вот нож. Первая мини. Здесь 30 игр должно было быть бы, если бы. Если бы, узнаете потом. Что у нас встречает здесь на коробке? Ну, наверное, миллион раз все уже обозревали. И, конечно, здесь классная замануха. Mario Bros, Super Mario 3, Final Fantasy, Zelda, Pac-Man, Castlevania, Kirby, Metroid. Да, ну просто вот вообще Shadow Warrior. Ну просто огонь, как говорится. И куча других еще игр. Super Mario Bros 2, Zelda 2, Ghosts and Goblins, Ice Climber, Mario Bros, Donkey Kong Jr., в общем, Super Contra, Castlevania, Double Dragon 2. Вот. Такая вот коробка, очень приятная. Давайте ее открывать, что томить. Так, тихонечко тянем на себя и вот так поставлю. Здесь встречает нас родная инструкция, да, я так понимаю, My Nintendo. Вот, кстати, дата, когда она покупалась. Да? В 2018 году. Посмотрим инструкцию.
Инструкция черно-белая. Показан порядок подключения. Естественно, здесь есть HDMI. Вот он. Есть кабель для того, чтобы питать. Должен быть. Питается оно. Здесь блока питания нет. Нужно подключить USB. И вроде должно завестись. Все на разных языках. Ничего особенного здесь нет. Так. Инструкцию на место. Там, где она и должна лежать. И пролежит еще очень много лет. Вот казалось бы, да, вроде бы миники делали не так давно. Да, а уже прошло, оказывается, с 2018 года. Да, представляете, 8 лет. Вот сама консоль. Она вот так вот в родной упаковочке. Но она просто малипуська. Вот, смотрите. Вот. Рука. Моя рука. Классно. Здесь это муляж. Это ничего не открывается. Есть кнопка Power, кнопка Reset. Кстати, про геймпады. Изначально комплектуется одним геймпадом. Но смотрите, это же не NES-овские гнезда, да? Сюда идеально подходят. И они у меня есть. Контроллеры от Wii. Все. Контроллеры от Wii идеально сюда встают. И можно играть. Так, что мы смотрим? Здесь Made in China. Модель SLV 001. Вот. И сзади, как я и говорил, это для питания. Это HDMI. Все. На этом как бы вопрос по консоли закончен. Так, здесь также в родном транспортировочном пакетике лежит контроллер. Он, кстати, ну, кто не знаком с NES, не знаком с Dendy, да, то есть он вот непривычно квадратный, но я вам так скажу, на самом деле многие говорят, да и я, несмотря на то, что не играл, то есть вот дискомфорта от вот этого прямоугольника, ну, особо никакого нет. Вот когда говорят там эргономика, геймпада, да у меня миллиард геймпадов разные все. Ну, то есть в процессе игры, когда ты играешь, вот эта эргономика, ну вот зачастую сильно мало тебя волнует. Просто ты играешь. И вот когда у ребенка был такой геймпад, ему было плевать на эргономику. Просто главное, что у него была Dendy или там, я не знаю, кто там, NES, там, я не знаю, может у кого-то у таких крутых, как, например, ужас у него была Super Nintendo, да, Death Place. Вот. Не было у нас, не были мы ни на каком Таити, понимаешь ли. У меня даже Dendy и NES не было. Шучу я, конечно, все классно, что у каждого у нас свой путь, свои какие-то жизненные моменты. Но геймпад, в общем, мне абсолютно ничего плохого не доставляет и даже очень приятный. Он очень хорошо сохранился. Спасибо, Дмитрий. Ну, вообще, приставка выглядит просто в состоянии новой. Назовем это так. Вот. Что мы здесь еще имеем? Открываем. И мы здесь имеем... Так, пакетики от всего этого добра мы здесь имеем. И провод родной. Nintendo HDMI. Это не хухры-мухры. Именно им будем подключать. Не буду даже свой брать. И вот такое короткое питание. Но это очень короткое питание. Так, надо будет придумать, как это питание подвести, такое короткое. Ужас. Почему оно такое короткое? Ладно. Вот это самый большой минус. Это вот такой короткий провод. Но я думаю, что этот провод не так уж и сложно найти. Ну, классический. Но короткий. Консоль-то японская. Так, все. Значит, все распаковал, все посмотрел, все на месте. Теперь что делать? Теперь самое главное, все это дело пойти и подключать. Все. На этом распаковка и первичный обзор закончен. Идем играть.
Ну, вот мы переместились. Я уже подключил консоль, подключил геймпад, подключил HDMI родной. И как я справился с питанием. У меня есть большой Powerbank. Я просто взял Powerbank, потому что провод очень короткий. Вот такой провод. Вот. И подключил его здесь. Поэтому сейчас буду немножко по убокам, конечно, все это дело играть. Вот. Ну, давайте тестировать. Есть кнопка Power. Мы ее включаем. И не включаем. Так, я здесь двигал Powerbank. Так, что-то с питанием не хочет. Интересно. До этого было все хорошо. Что-то не хватает. Так, ну вот, вроде бы удалось запустить от этого пауэрбанка. В общем, вот это все игры. Надеюсь, музыка не сильно громко, но в любом случае круто, что она есть. Мы здесь видим, как я уже сказал, Balloon Fight, Bubble, Castlevania, Castlevania 2, Donkey Kong, Double Dragon. Почему-то... да, Double Dragon, Доктор Марио. Так, Final Fantasy, Galaga, Gladius, Ice Climber, Kirby вот есть здесь. Pac-Man. Ну, в общем, все игры, которые на упаковке. Super Mario Bros. Вот, и еще 2 Зельды. Давайте запустим Kirby для начала. Интересно же. '93 год. Kirby. Так, старт. Даже такие маленькие заставочки были. Все, у Кирби выбили меч, но он его сожрал. Ха. Ага, за первые 2. Можно вот так ему полетать, да? Я никогда не играл в Kirby. Что здесь надо дальше делать? Офигеть. Kirby, конечно, тип. Так, а что делать-то? Не знаю, что надо делать. Вот так вот. Сел поиграть в эту игрушку, вообще не понимаю, что. Как в эту дверь зайти? Короче, давайте сразу в комментариях просто навалите мне здесь мощно. Резет. Вот резет и все, она вылетела. Там можно его, кстати, сохранить. Есть возможность сохранения. Вот, 4 сохранения. Но мы этого делать не будем. Помимо этих всех игр, это приставка с сюрпризом. В общем, спасибо Дмитрию. Есть вот эта кнопка «Больше игр». Я хочу больше игр. Ты нажимаешь. Единственный по его версии минус, что здесь нету обложек. Типа можно это доделать. Но вот оригинальные игры. И дальше это вот офигенно большущая библиотека всех игр NES, которая по буквам алфавита. Например, допустим, Фингет, да, что мы здесь имеем? Мы здесь имеем Final Fantasy, Final Fight, Final Mission, Fire Emblem, вот так, Flappy, ну, короче, Флинстоуны. В общем, Friday, пятница 13, кстати. G&Joe, Galaga, Galaxian,
Garfield Gauntlet. Так, назад. Или, например, вот здесь Бэтмен, я так понимаю, будет сейчас. На Бэт начинается Battletoads Double Dragon. Battletoads Double Dragon. Привет каналу DevPace, привет каналу Neon Nomad и Big Bro. Или Big Bro и Neon Nomad, там правильнее. Но там уже они с Илюхой сами определят, кто из них сверху, Саша или Илья. Яну тоже привет, любителю этой игры. Это здесь, короче, все получается еще и на русском. Ну вот. Я вот так можно вывалиться за пределы этой, да? Ах ты собака, он тут ползает. Эй, тихо, тихо, тихо. Ну, сбоку неудобно. Надо повиснуть. Эй, камон. Все, забьет меня сейчас. Отлично. Собака. Так, пауза. Ладно. Вот, в принципе, если захотеть погонять, можно во многое, не напрягаясь, просто включить эту малютку, ничего уже не скачивая, ничего не делая. Все, выключили. Решение с пауэрбанком, в общем, сорян, было не лучшим, но самое главное, оно дало возможность подключиться. У меня сейчас здесь нету времени искать провод, нету времени что-то раскидывать. Обязательно потом придумаю другую эту схему. А пока поиграли. В общем, все, переходим на концовку. Вот такое легкое это было видео, достаточно простое, просто как бы это такая запись memories, да, для себя, что вот купил, вот так работает, вот теперь так это есть. Еще раз хочу сказать спасибо продавцу Дмитрию. Также хочу сказать спасибо Яну, моему другу, за то, что, как оказалось, он знает, смог какие-то предварительные переговоры провести. Вот, Ян, спасибо тебе большое. В общем, я рад, что у меня появилась одна из представительниц мини-консолей. Вот, надеюсь, в будущем получится, чтобы их стало больше. Но это не факт. Я как бы самое странное, да, что я все время хожу вокруг да около
того, чего у меня никогда не было и чего я не собирался покупать. Да, это конкретно NES. NES или Famicom в японском варианте, или Dendy для всех, кто родился и жил в СССР или там СНГ, да, как бы, я не знаю, там, ну, в постсоветском пространстве. В общем, я все время обхожу именно оригинальные эти штуки, но вот такими путями получается. Кстати, есть еще одна консоль, которая тоже позволяет играть, но уже в картриджи от NES. В общем, ну, я про нее, наверное, потом расскажу. А это вот такая вот мини NES Classic, да, как правильно это все, порядок произношения. В общем, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, была ли у вас NES, была ли у вас Dendy, была ли у вас Famicom, и имели ли вы опыт общения вот с такой мини-версией NES. В общем, все. Ну, дальше останется только иногда играть. Иногда, потому что явно, что много я в это играть не буду. Но иногда буду. Поэтому играйте иногда в хорошие игры. Оставляйте время для настоящей жизни. Живите полной жизнью. Не забудьте подписаться на канал. Комментарий. И самое главное, комментарий. Пожалуйста, оставьте комментарий. Все, до новых встреч. Пока. Game over.